Друзья, я вернулся на свою яхту, на которой я сейчас хожу. Это Бавария 45 круиза. Я был в Дюссельдорфе, отснял на выставке бот-шоу и отснял материалы о очень интересных яхтах, известных производителей, известных верфей, которые строят прекрасные, я считаю, яхты. В этом мне помогли друзья, которых я встретил на выставке. Спасибо им большое за их помощь, за эти интересные рассказы о яхтах. Ну вот, монтируя эти фильмы, я ловил себя на мысли, что мне очень хочется сделать краткий обзор яхты, на которой я хожу в данный момент, потому что это яхта Бавария 45, еще раз скажу, круиза. Она легко размещает 8 человек на своем борту с большим комфортом и имеет, на мой взгляд, оптимальное количество места для хранения всего необходимого в дальних путешествиях. А эта яхта приобреталась и оборудовалась именно для дальних путешествий. Ну, давайте вместе посмотрим на эту яхту. Друзья, я вам собираюсь сейчас рассказать о яхте Бавария 45 круиза, на которой я путешествую сам. Вот. И, на мой взгляд, это оптимальная яхта для дальних путешествий с большой компанией друзей. Легко размещается 8 человек. Ну вот видите, большая аппарель откидывается сзади, это практически весь задний борт, он откидывается с помощью электроприводов. И получается вот такое плато, на которое удобно спускаться или подниматься в гавани. Обратите внимание, видите, она в уровень с пирсом опускается и можно ходить. Здесь есть ступени, то есть опять же не надо шагать, можно просто легко подниматься на борт яхты, что мы вот сейчас и сделали. Ну вот видите, мы имеем здесь просто громадный кокпит. Очень много места. Вот я его осматриваю сейчас по кругу. И так как мы находимся, как я уже говорил, на Канарских островах, то важно наличие вот этого тента. Видите, какой у нас вот начинается от заднего борта тент, который соединен с передним спрейхудом в одну такую конструкцию. Это мы сделали сами, то есть эта конструкция абсолютно оригинальна, и я считаю, что она очень удобна в дальних путешествиях. Ну, посудите сами. Во-первых, ты под ней стоишь в полный рост. Вот я сейчас стою под этим тентом, не надо, но у меня еще над головой, ну, реально 10-15 сантиметров запаса. Также мне не надо сгибаться, когда я захожу в каюту. Видите, я сейчас зайду под колпак, и опять у меня над головой, видите, еще есть место. Но опять же есть смотровые люки, из которых такие вот прозрачные, из которых можно смотреть за парусами, смотреть на мачту. Хороший обзор окрестностей. Конструкция абсолютно, видите, новая, была полностью удалена вся рама. От стандартного конструкции здесь не осталось ничего, только, наверное, вот эти места крепления самих труб из нержавейки. И вот новая рама, новый вот такой вот спрейхуд громадный, под которым можно, видите, находиться всей компании. Еще даже добавляются вот такие треугольнички, они тоже защищают кокпит дополнительно от ветра, дождя, брызг. И когда все уже одевают костюмы для мореплавания, мы можем находиться, ну, допустим, флис, джинсы на борту нашей яхты. Настолько здесь создается свой особый микроклимат. Ну, я вот еще раз, чтобы закончить разговор о нашей конструкции, хочу вам показать сбоку ее. Видите, вот такая вот конструкция. Вот он хорошо будет видно, когда я сейчас обойду. Ну вот, друзья, вы можете сами увидеть, какой на Бавариях стандартный спрейхуд ставится. Вот эта вот конструкция, которую вы видите сейчас, это и есть то, что ставит верфь. Мне всегда умиляло, как на такой туфе
они ставят такой куцый спрей-худ, который практически ничего не закрывает. Как вы видите, это вообще просто, ну, просто издевательство над X-Men, на мой взгляд. То есть кокпит полностью открыт и продувается всем ветрам. Вот такие проблемы есть, когда у тебя такая большая Бавария и такой маленький спрей-худ. Видите, то есть крыша, это тоже оригинальная вся конструкция, то есть все рамы поменены были. И вот получается в одну линию крыша Bimini, из которой, кстати, возможно, имеет возможность зашториваться по периметру. Есть 4 отдельные еще куска, которые по каждому борту и 2 сзади образуют абсолютно закрытое пространство. И вот переходит это все вот в такой спрей-худ. И этот спрей-худ вот выглядит вот так. То есть это очень удобно, это очень оригинальная конструкция, и она помогает на нашей яхте создать в кокпите микроклимат. Вот сама яхта, вы видите, это Bavaria 45 Cruiser. Мы сейчас будем останавливаться подробно, пройдем по палубе, посмотрим места для хранения, бегло посмотрим на оборудование. Ну, видите, вот на мачте у нас установлен спиннакер гиг, который необходим для работы со спиннакером, и также позволяет закрепить стаксель при попутных ветрах. Стаксель у нас скручивающийся, и большой парус у нас тоже скручивающийся в мачту, но все паруса сшиты по технологии 3DL, и это позволяет нам развивать хорошую скорость. Но вернемся на яхту. Вот, я вам сейчас покажу места для хранения, которые есть в кокпите. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, есть 2 такие откидные ступенечки для, как вы понимаете, того, чтобы, когда яхта кренится, человек, находящийся рулевой, мог бы стоять и удобно ему было рулить. Ну, вот такая вот с 2 сторон они имеются одинаковые, симметричные, у каждого рулевого колеса своя. Ну, скажу прямо, не на всех даже спортивных яхтах почему-то делают вот это решение, хотя вот этот подпор для ног, он очень удобный, очень облегчает жизнь стоящего у штурвала. Заглянем теперь в Afterpeak. Это такой большой рундук. Видите, какая крышка, просто гигантская крышка. Я сейчас покажу. Вот такая. Она, так как у нас 2 рулевых пера, то можно посередине расположить большой отсек для хранения. Ну вот сейчас в данном отсеке сложены тележки для того, чтобы ходить в магазин. Вот вы видите, под ними тузик у нас. Наш 3.30 тузик в сложенном положении помещается в задний вот этот вот рундук Afterpeak. Вот. И там видно, что еще имеются канистры, видите, стоят. И вот таких канистры позволяют нам, оставленные по периметру этого рундука, взять на борт дополнительных 200 литров топлива. Когда мы идем, допустим, через Атлантику, то нам не надо их располагать где-то на борту, а мы просто их раскладываем вот в этом рундуке, в этом Afterpeak. И у нас просто они прекрасно, не знаю, никак солнце на них не попадает, вода морская, брызги не летят на них, то есть все просто очень удобно. И вот этот гигантский рундук позволяет легко хранить. Еще раз вдумайтесь, тузик 3.30 длиной в сложенном состоянии и канистры с топливом на 200 литров запас. То есть посчитайте, это 10 20-литровых канистр сюда легко влезает. Ну, идем дальше. Перейдем, посмотрим рундучок наш. У нас с 2 сторон расположены рундуки. Так, сейчас мы открываем. Вот такие крышечки, чтобы на нас она не упала. Мы ее закрепим. Так. Вот здесь у нас такая резиночка, которая закрепляется крышка. И смотрите, теперь вот этот рундук, он настолько, во-первых, большой проход
обратите внимание, какой большой проход. Вот я возьму сейчас из него стандартный кранец, чтобы вы видели, что кранец и то не занимает. Вот когда его, если мерить, он, ну, в общем, тут можно еще длиннее кранец использовать, чтобы легко его класть в этот индук. И вот таких кранцев, вот видите, как там уже два лежат. И обратите внимание, что этот люк, видите, как далеко он идет до самого боя-то. То есть просто реально гигантский рундук. И вот таких кранцев мы сюда можем 9 штук положить. Вот очень удобно, потому что хранение кранцев на борту — это тоже постоянная проблема. Заходим, выходим из гавани, и приходится, кранцы должны как бы легко быть доступны, легко их достать, спрятать, упрятать. Ну вот такой рундук под сиденьем с правой стороны и точно такой же с левой стороны. Я вам сейчас продемонстрирую. Они легко позволяют все хранить. Ну, видите, здесь у нас живет шланг для воды, электрические шланги, и здесь живут швартовые. Ну, также есть ведро, швабра. Опять же покажу, что он, видите, глубокий, идет просто туда вот до конца. И вообще все размещается, ну, легко. Так вот, обратите внимание, теперь я выхожу еще раз на задний борт. Вот такой гигантский рундук слева, вот такой же гигантский рундук справа и автопик посередине, куда можно положить вот столько вещей, о которых я вам только что рассказал. Ну вот, это в моем понимании, это нормальное место, нормальный объем мест для хранения, чтобы ходить далеко. Потому что чем дальше ты идешь, тем, к сожалению, больше вещей тебе приходится брать с собой. Ну, еще здесь есть, вот можно сюда веревочки тоже складывать. Ну, сейчас тут очки кто-то из наших гостей положил. Так, здесь у нас для газового баллона такой вот отсек для одного. Стандартный баллон. Второй у нас находится вот в левом рундуке. Да, еще здесь есть стол с откидными вот такими, видите, вот такие с двух сторон откидываются крылья у него, и получается просто, опять же, громадный стол. Можно все 8 человек легко размещаются, на воздухе приятно позавтракать, поужинать. Здесь, конечно, часть занимает вот этот прибор. Этот плоттер прячется сюда, то есть вы понимаете, вот он туда уходит, и он во время стоянки не висит. Это я его сейчас достал, чтобы вам просто показать. Но вот в том числе под ним находятся снасти для рыбалки. Вот, например, тут вот всякие лески, приманки. Вот. И есть еще один люк, в котором живут, вот видите, допустим, для того, чтобы не скользило, антислипчик такой, скатерть, вот, подстаканники. То есть много места, чтобы, опять же, много места для того, чтобы, когда ты путешествуешь, ты можешь положить вот такие мелочи, которые тоже тебе нужны на борту. Давайте теперь посмотрим на как мы работаем здесь с нашими лебедками. Ну вот у нас классическое практически расположение лебедок. 2 лебедки идут левый борт, 2 лебедки правый борт идут, и 2 стоят под спрейхудом. Вот эти 2 мы добавляли сюда сами, они механические. Вот эти большие, они электрические. Вот можно управлять ими со стороны руля. Если тебе надо, можно не выходить от штурвала, вот такую кнопочку нажимаешь, и вот наша лебедочка запускается. И также мы легко, видите, дотягиваемся и можем крутить ручку у лебедки, которая стоит ближе к штурвалу. С другой стороны та же ситуация. Вот лебедочка, то есть мы можем крутить легко ручку, и вторую управлять ее электропривод. С электроприводом управлять ее кнопочкой, которая также вот у нас в доступности здесь. Что у нас на наших приборных панелях? С двух сторон стоит компас. Почему мы ничего не ставили с левой стороны? Потому что вот этот прибор, он легко вращается, и можно его поворачивать, соответственно, в ту сторону,
у которой стоит в данный момент рулевой. А на этот прибор сейчас выводится все. Вот видно тут угол к ветру, скорость вымпельного ветра, настоящего ветра, глубина и так далее. Ну и карта, курс. Поэтому нет смысла никакого ставить дублирующие приборы. Здесь вот есть мультифункциональный приборчик и управление автопилотом. Автопилот Garmin здесь стоит, как и вся аппаратура, то есть эти плоттеры, вся аппаратура Garmin. Ну, хотя ее поругивают, но скажу, работает она, плоттеры работают прекрасно, никаких вообще проблем за там 1000 миль мы не испытали. Они вот сейчас, видите, работают, два плоттера у нас стоит, точно одинаковых, совершенно 9-дюймовых. Второй стоит вот здесь под спрей-худом, над входом. Это очень удобно, когда ты либо вот находишься где-то не за рулем, ты видишь, что происходит. И когда ты работаешь с лебедками, тебе опять не надо спрашивать, откуда ветер, куда дует, какая сила. Ну и вот, видите, когда ты работаешь, опять же, с пианино слева, пианино справа, ну вот все под рукой, и дисплей, и пианино, и лебедка, то есть все очень удобно. Ну вот есть, видите, ручка от лебедки хранится сзади на столе. Вот тоже такой у нас кармашек есть. Сзади тоже есть вот такой удобный карман, где можно положить бинокль, который сейчас лежит, и две ручки, чтобы управлять лебедками справа и, соответственно, слева. Ну, а здесь установлена трубочка рации, да, вот меня что поразило, опять же, на выставке все ставят проводные трубки в кокпите, когда есть уже вот такая модель, просто очень удобная модель, с такой беспроводной зарядкой. Это Raymarine, прекрасная вещь, очень удобно, вообще работает идеально. Ну и вот есть еще динамик, ты можешь в кокпите вывести громкую связь, если недостаточно громкости, которую дает трубка, ты можешь вывести дополнительно. Ну и также у нас вот 4 USB разъема, которые нужны, чтобы весь экипаж мог подзаряжать садящиеся устройства, или если мы хотим использовать планшет, например, для навигации. Вот так, такие вещи легко позволяют облегчить жизнь экипажа в кокпите. Ну, еще раз оговорюсь, кокпит громадный. Видите, вот у нас такие есть кресла с регулирующимися спинками. С каждой стороны мы используем по два вот таких кресла. То есть вот два. Вот. И вот эти два кресла, они здесь вообще получаются, видите, защищены с боков колпаком нашим, и тоже находится в зоне очень комфортной, где во время перехода приятно размещаться. Ну, пойдем на палубу, посмотрим дальше, что у нас, какие у нас еще есть места для хранения. Да, ну сразу хочу обратить внимание, вот сейчас очень удобно, мы последний раз шли, обратите внимание, вот стаксель Шкот такой вот, Шкот-дущик стакселю, у нас сейчас они выведены на одну сторону. Вот тоже стаксель Шкот. Почему? Потому что у нас сделаны такие дополнительные точки, куда можно заводить Шкот стакселя. И вот сейчас у нас, если вы посмотрите, вот идут прям к стакселю с двух сторон два Шкота. Ну, во-первых, это позволяет удобно допустим, при галстинге использовать вот эту точку для хороших ходов, а при брейд-винде стандартную каретку. Вот погон, видите, расположен вот здесь на палубе, позволяет идти с достаточно острым углом, и также он с регулировочкой из кокпита. Я вам покажу, когда вернусь в кокпит, эти веревочки. Они позволяют его двигать каретку по погону. Но это хорошо видно с другой стороны. Сейчас мы пройдем по нашей палубе и покажу вам. Вот видите, еще раз, вот она двигается каретка. И вот это вот, подтягивая веревочку из кокпита, мы можем настраивать идеальную форму стакселя, подгонять ее для того, чтобы он максимально эффективно работал при нужном нам курсе, выбранном курсе.
Крету. И вот еще раз покажу, вот вторая точка для крепления, допустим, того же стакселя, позволяет при галфинге очень хорошо выставлять правильный угол крету и идти с хорошей скоростью. Вот здесь вот, смотрите, наш гик, он имеет эту так называемую, как мне объяснил представитель Баварии, немецкую систему, то есть 2 гика-шкота заведены, один, соответственно, на вот это пианино выведен, другой с другой стороны. Ну и вот они тоже, видите, растягивают наш гик, и мы можем легко им управлять. И даже если мы не применили, допустим, завал даль, что, конечно, надо всегда применять, у нас не происходит полного перекидывания гика при такой системе. Он перекидывается только вот до середины. Тоже такая небольшая, но подстраховочка. Здесь лебедочка для вот сматывания паруса. Парус у нас, как я уже говорил, большой, находится в мачте. Наш Spinnaker гик, я вам его показывал, для него идут тоже отдельные вот есть шкоты для управления Spinnaker гиком. Это вот такая вот, видите, тут стоят такие зажимы, стопора, и Spinnaker гик поднимается вот по такому погону, он висит тот конец на погоне. И по нему он спускается, то есть здесь не надо работать нескольким человеком. Один отводит нижний конец вперед, снимает его вот с этой скобы, и другой из кокпита управляет им другие члены экипажа и опускают его вниз. Но это удобно, что его можно по этому погону поднимать выше и ниже, в зависимости от, опять же, положения Spinnaker, например. Вот, ну вот мы пришли, опять же, на нос нашей яхты. Здесь мы видим бушприт наш, уже тут тоже сделано, видите, как колечки висят для дополнительного гинакера, который есть на нашей яхте. Также у нас есть Spinnaker. И вот посмотрим, что у нас. Видите, здесь есть такой спереди люк, флэпик для хранения поясов. Ну, также мы здесь храним пару кранцев. У нас есть хороший запас, чтобы кранцы были одинаковые. Эти мы купили даже в таком сдутом состоянии. Парочка надутых. Здесь Baby стаксель расположился. И здесь вот у нас, например, в таком мешке подвешен гинакер. Очень удобно. Вот эти крючки, вот эти крючочки мы переносим назад и прямо достаем его. Видите, ничего не мешает. Крышка люка открывается на правильную сторону. Фиксируется вот такой резиночкой. Вот, и ничего нам не мешает. Нам удобно работать с парусом, удобно его доставать. И также удобно потом складывать, когда мы закончили его использование. И впереди, конечно же, еще расположился у нас там вот эта дверь ведет в отсек, где якорная цепь расположена. То есть места, как я уже говорил, ну, очень много. И вот это вот, я считаю, опять нормальный полноценный вариант для хранения на яхте, которая ходит далеко, вещей. Потому что вот, ну, не представляю, куда на многих осмотренных мною яхтах на Дюссельдорф шоу положить вот эти все дополнительные вещи, паруса, кранцы. Правда, не представляю. Друзья, ну вот мы закрыли наш флэпик, он просто гигантских размеров. Вы видели, что вмещается даже лестница, еще и паруса, и, в общем, кранцы. А вот мы смотрим, есть такая еще скоба у нас для крепления Baby штага, для поднятия вот этого нашего Baby стакселя. Вот сам штаг сейчас не установлен, потому что он у нас стоит в походном положении, вот на таких резиночках закреплен, и идет он пока вот наверх. Трос, который мы, если нужно, переносим, крепим вот здесь с помощью растяжки и ставим второй стаксель наш, который мы часто используем, даже 2 стакселя. Вот, ну, пойдемте посмотрим, что еще интересного есть у нас на нашей яхте. Ну, вот видите, линии все не спрятаны здесь, они идут просто по палубе.
это, на мой взгляд, конечно, можно об нее как-то зацепляться. Наверное, когда они упрятаны сейчас под палубу и ничего не проходит, это хорошо. Но также они не грязнятся, не плесневеют во время каких-то длительных стоянок. Но я бы не сказал, что это такой гигантский минус яхты. Это просто такая конструкция раньше применялась. Вот наш плот. Этот плот рассчитан на 8 персон. Спасательный плот, видите, компактный, установлен на палубе, всегда под рукой, удобное место расположения, удобная скоба, в которой он ставится. Вот. Так что, еще раз увидели, да, что сверху покажу наш спрей-худ новый. Вот на нем есть окно одно, есть еще, где стоит рулевой, два таких вот дополнительных окошка. Но вернемся в кокпит. И я хочу еще сказать, что вот наши приборы, на этой панели установлен вот этот вот джойстик управления подруливающими винтами вперед-назад. Вот. Но я сейчас даже попробую продемонстрировать, как он работает. Если мы сейчас сделаем его, включим, вот смотрите, сейчас вот пойдет. И то же самое. Вот. Сработали. Это работают наши две подрульки. Соответственно, если мы будем нажимать его вправо, либо крутить, то мы можем разворачиваться на месте, либо сдвигать яхту, допустим, отходя от причала, или наоборот к причалу во время причала. Вот такой у нас удобный джойстик управления подруливающими винтами есть на яхте. Но если мы посмотрим, вот под крышечкой по правому борту стоят приборы. Это моторы Volvo Penta. Мы видим тахометр. Это запас топлива в баке, показывает стрелочный индикатор. Кстати, удобное решение, что выведено в кокпит, и ты всегда видишь наличие топлива у тебя в баке. Запуск, панель запуска двигателем Volvo стандартный. И вот управление нашей задней аппарелью. То есть мы можем, нажав на кнопочку, электроприводом поднять, или опустить эту заднюю панель. И как я обещал показать, вот с двух сторон есть такие у нас стопора, на которые выведены вот эти вот концы для управления кареткой на погоне. Вот я сейчас могу, видите, ее подтягивать вперед, например, вытягивая. И стопоришь потом ее вот здесь. Оп, вот так. Очень удобно, не надо выходить, можно легко все подстраивать. Вот я вам рассказал о нашей яхте, о ее палубе, о местах для хранения, об этом удобном громадном кокпите, о нашем тенте. Теперь мы спустимся в каюту и посмотрим, как обустроен быт находящихся на борту моряков. Прямо с лестницы мы попадаем в большую кают-компанию. Она просторна, здесь много места, она светлая. Видите, даже часть люков сейчас закрыта, потому что мы находимся на Тенерифе. Яркое солнце, сегодня отличный теплый день. И все равно очень много света. Ни один светильник сейчас не включен. Все просто светло, удобно. Посмотрим тогда, как оборудована наша кают-компания. Вот здесь мы видим рынду, колокол, чтобы собирать экипаж за столом, например, во время ужина. Здесь дальше начинается кухонная часть, камбус. Здесь шкаф холодильный. Можем сюда заглянуть бегло. Вот такой у нас шкаф с морозилочкой. Холодильник с морозилкой. Еще один шкафчик у нас холодильный находится здесь. Видите, вот такой глубокий холодильный сундук. И там такие еще есть сеточки для хранения еще дополнительных продуктов. Опять же, наши кофемашины. 3 кофемашины. Кофе на любой вкус. Капсульная, мелится. В общем, на любой вкус.
чайник, конечно же, электрический, так как у нас 220 на борту. Вот шкафы, в которых хранятся тарелки, посуда, специи, все остальное. Было много места, камбус очень удобный. Здесь плита, ну, конечно же, она тоже подвешена и качается. Она закрывается вот такой складной крышечкой. Еще больше площади для приготовления чего-либо. И обратите внимание, вот этот диванчик, он установлен очень удачно, потому что между ним и кухонной поверхностью, кажется, достаточно места, чтобы опираться вот на эту часть дивана, на эту спинку и готовить, например, за плитой. Вот видите, до всего дотягиваешься. Сейчас как раз оперся, это удобно. Опираюсь от дивана, и это удобно. Кроме того, идет большой вот такой по всему периметру поручень, что тоже позволяет легко удержаться, схватиться. Видите, он идет до самой стены передней каюты. Вот большая мойка, удобно мыть посуду, есть для сушки небольшое отделение. Под плитой тоже есть отсеки для хранения тех же самых сковородок, посуды. Вот здесь живут вилки, ножи и прочие предметы в таком выдвижном шкафчике. Ну и, конечно, микроволновая печка, которая помогает быстро загреть еду, что тоже удобно в дальних путешествиях. Но посмотрим, значит, нашу каюту. Видите, с другой стороны тоже есть шкафы. Эти шкафы, они также вместительные. Штурманский стол. Под ним у нас установлена морозилка. Это дополнительное уже оборудование. Это, если те холодильники, они были стандартными, то вот это оборудование уже дополнительное. Мы его устанавливали сами. Вот он такой вот выдвижной шкаф. Вот эта вот крышечка, она открывается и легко выдвигается. Вот видите, можно посмотреть, что там внутри. Вот такой вот у нас холодильник. А дальше у нас здесь приборные панели. Да, наша яхта оборудована и генератором, и опреснителем. Два указателя наличия воды в баках, Entertainment Fusion, печка Webasto, радиостанция iMarine и панель кондиционера. Кондиционер установлен в этой каюте, под сиденьем он находится под этим. А вот здесь вы видите выведены сопла системы вентиляции. Вон их два. И это прекрасно позволяет летом в жару охлаждать кают-компанию и поддерживать очень комфортную температуру. Но приборная наша панель управления 12-220 вольт выглядит вот так. Видите, все надежно, все у нас сделано механическими переключателями, все кнопочки, тумблера те же самые. Вот, соответственно, мы можем их переключать, все надежно. Никаких сенсорных панелей, никакой дополнительных тачскринов и так далее. А это управление блоком 220 вольт, это мультифункциональная панель инвертора, которая также и заряжает аккумулятор. В общем, очень удобное мультифункциональное устройство. Но посмотрим, как располагаются в наших задних каютах, располагается экипаж. Здесь у нас, видите, вот такая стиральная машина, которую я уже рассказывал. В данный момент она даже работает. Видите, стираются вещи. Вот просторная каюта двухместная. Вот это мы видим дверцу доступа в отсек, где установлены генераторы, насосы, опреснители, аккумуляторы задней подрульки. В общем, много аппаратуры дополнительной, которая нужна на яхте. А там в изголовье еще одна крышечка, которая открывается. Это доступ к рулевым механизмам, к печке Webasto. Тоже прекрасно. Видите, какие большие, абсолютно большие дверцы обеспечивают удобный доступ. Также в каютах есть доступ к мотору. Он вот такие, видите, еще съемные, тоже большущие двери. И
отсюда очень легко обслуживать мотор. Например, с этой стороны менять фильтра топливные, масляные. Вот с другой стороны тоже, видите, двухместная каюта. Они совершенно одинакового размера. Здесь есть полки. Ну, так как здесь у нас стоит стандартный шкаф, а не стиральная машина, я вам еще раз сейчас покажу. Вернусь в другую каюту, потому что машина была поставлена вместо вот этого шкафа. Мы ее ставили сами. Это был такой челлендж для нас, встроить большую стиральную машину с ушкой. А так это вот такой вот замечательный шкаф, в котором есть полки для хранения вещей, для подвешивания там и полки, и вешалки. С этой стороны, видите, тоже есть доступ в отсек, где расположен генератор. То есть также удобно с двух сторон. У изголовья есть тоже такой же лючок для доступа в кормовую часть, где рулевые механизмы. И вот есть такой же доступ из этой каюты к мотору при обслуживании. Опять же, оговорюсь, получается, что доступ к мотору с трех сторон. Это очень удобно. Я сейчас еще раз обращу ваше внимание. Видите, вот от шкафа осталось только вот этот ящик, полка. И все. Вот теперь в этом месте стоит стиральная машина. Но посмотрим дальше. Стол у нас, видите, вот на таком механизме. Он складывается. И здесь также образуются еще два спальных места, то есть здесь очень широкая кровать. Вот. А также, если мы заглянем, видим решетку забора воздуха для кондиционера. Как я говорил, кондиционер стоит под диваном установлен. Но выхлопы уже, откуда идет холодный воздух, я вам показывал. Да, хотел еще обратить внимание в кают-компании. Это вот, видите, сколько места между палубой и потолком. Это, знаете, очень оказалось хорошо в жаркую погоду. Кают-компания, вообще яхта не нагревается. Видите, везде есть такое дополнительное пространство, то есть палуба не является нашим потолком. Это такая фальш-панель, которая вот, ну сколько, смотрите, вот ладонь моя помещается между фальш-панелью и палубой. Вот, теперь мы еще раз посмотрим на вот этот шкафчик, который, видите, был вот такой шкафчик, а там теперь стоит стиральная машина. Вот заглянем в санузел. Вот такой у нас санузел. Он с другой стороны абсолютно симметрично расположен такой же санузел. То есть вот здесь установлены ручные помпы. Я считаю, что это более надежный вариант. Под мойками есть в этих шкафах там расположены вентиля, управления переключением баками и так далее. Видите, еще имеются вот такой душик, вот решеточка этого душа. Ну, урна для туалетной бумаги. Вы знаете, что в морской туалет нельзя ничего бросать, никаких бумаг. Вот. Ну и также шкафчик для хранения предметов. Вот еще есть вот такая полочка, мойка. Все очень-очень удобно. Крючки для подвешивания. И вот такая просторная каюта с иллюминатором. Из нее можно открыть его для проветривания воздуха. В общем, очень просторно, удобно. И таких у нас здесь в кормовой части, в кормовых каютах, у каждой индивидуальный вот такой санузел. Так что очень комфортно находиться на яхте, когда у тебя вот, видите, прям вид из каюты, дверь, которая ведет в кают-компанию, и дверь, которая ведет в санузел, в гальюн. Так что очень удобный вариант. Видите, в другой каюте тоже вот она дверь, ведущая в гальюн. То есть очень в каждой каюте все удобства. Это очень способствует комфортабельному размещению на борту нашей яхты, моей яхты. Ну а теперь мы пойдем посмотрим, что у нас
в носовой каюте. Вот. И я вам расскажу и покажу, что там. Покажу. Так, заходим. Вот смотрите, громадная, просто громадная носовая каюта. Вот, очень много места. Реально гигантская двуспальная кровать. Даже, не знаю, наверное, трехспальная, если, допустим, здесь может разместиться там семья с ребенком. Вот с двух сторон полочки. Обратите внимание, что на всей яхте вот такие полочки по всему идут и в кают-компании. Что вот эта бортовка отдельно, вот этот бортик очень хорошо держит вещи, они не падают во время кренов. Вот такие у нас по две полочки. Здесь большой шкаф платяной. Видите как? Вот такой шкафчик. С другой стороны имеется такие полки, тоже шкафчики. Вот мы видим, сопло отопителя выходит. Вот перед каютой вот такой еще на входе тамбур. Вот, видите, вот так это выглядит, с двумя дверями. Эти двери ведут, одна, посмотрим, в душ. Видите, вот такая душевая кабина у нас здесь. Это вот душ, на полу решеточка. То есть это только душ. Видите, очень удобно принимать. Никаких, не надо после себя особо много тратить время, чтобы все вытереть интерьер. И вот эту скамеечку тоже удобно, когда идешь далеко и на волне принимаешь душ, то вот опереться, сесть на нее, ой, просто замечательно. Так что вот такая отдельная душевая есть на яхте, такой отдельный душ. И посмотрим, с другой стороны у нас каюты гальюн. Вот такой, видите, вот тоже с ручным насосом стоит гальюн. Вот большая, очень большая такая мойка. Вот зеркало. То есть все у нас вот такой вот в носовой каюте у нас вот такой вот расположен, получается, отдельный гальюн. И вот поворачиваюсь, с другой стороны отдельный душ. Вот, видите, как комфортабельно можно размещаться. Но вот, видите, видно, что двери идут прямо из каюты, а дальше мы видим дверь в кают-компанию. Так что просто очень много места. Опять попытаюсь показать вам сейчас, что у нас находится под. Да, вот видите, если я приподниму, то здесь просто гигантские такие вот гигантские еще есть места для хранения, то есть они идут далеко, несмотря на то, что здесь стоит передний подруливающий винт с туннелем. Но вот так много места. Здесь вот лежат наши костюмы маста, которые мы выдаем нашему экипажу, если холодно. Вот там, видите, запасные у нас лежат шкоты. Ну вот хватает места для всего, просто для всего. Вот, и таких отсеков у нас получается два, с одной стороны и с другой стороны. Да, ну и в конце каюты там тоже есть шкафы с полками. Не могу сказать, что там очень много можно положить, но они имеются. Каюта светлая, сейчас закрыты даже два, вот видите, шторками закрыты два люка, которые над кроватями. Открыты только два вот этих вот маленьких, и вот столько света в каюте. То есть настолько хорошо все продумано с освещением, все светло. Вот, ну вот я вам показал нашу носовую каюту. Вот такая она. Ну, теперь мы пройдем на палубу и посмотрим, выйдем снова в кокпит. Друзья, ну я практически закончил обзор яхты. Я поднимаюсь снова в кокпит, в этот большой огромный кокпит. Я сейчас выйду на причал. Наша яхта стоит у причала. Очень удобно, когда откинута задняя парелька,
выходить, заходить. Ну вот у нас такая яхта, которую мы посмотрели. Эта яхта, я считаю, очень удобна для дальних путешествий. Вот этот проект, вот эта конструкция. Вы видели, сколько места. Форпик, ахтерпик, большие рундуки, много места для хранения вещей, что для меня очень важно при дальних путешествиях. Да, конечно, оговорюсь, это не стандартная яхта. Здесь сделано очень много доработок. И нестандартные места я вам показал, крепление того же стакселя, шкотов, новые абсолютно паруса. Вот такая конструкция спрейхуда, бимени, тента, который закрывает весь кокпит. Но это все делалось исходя из опыта. У меня это уже не первая яхта, и на предыдущей я вот эти многие решения уже обкатал, ставя те же кондиционеры, генераторы, стиральные машины. Тоже долго искал вот такой вариант, можно сказать, идеальный для спрейхуда. Ну а здесь это все удалось реализовать в полной мере, уже опираясь на собственный опыт. И я вот, конечно, боюсь этого слова, но получилась такая практически экспедиционная яхта для дальних путешествий, которая мало того, что много, как я сказал, мест для хранения, еще и 3 каюты с 3 санузлами, гальюнами, души, то есть все, чтобы экипаж путешествовал с комфортом и большая команда не чувствовала себя стесненно. Вот такая яхта, на которой мы сейчас ходим, на которую приглашаем друзей. И я считаю, что это получилась очень интересная яхта. И надеюсь, что вам тоже было интересно вместе со мной посмотреть этот небольшой обзор. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, на YouTube канал, следуйте за мной в соцсетях. Я скажу вам еще о других яхтах,